Все началось с одной фотографии. Ким Тэхён стоит под мягким студийным светом, его взгляд спокоен, его аура притягательна. В этот момент Тиртер не просто объявили нового амбассадора, они открыли целую эпоху. И где-то в Сеуле Чингук наблюдал за этим с глазами, полными тихой гордости. Правда ли, что Тэхён теперь занимает новую должность в BTS? Что на самом деле стоит за этим шокирующим решением? HYBE и Бан Ши-хёк наконец высказались, но их объяснения лишь еще больше смутили ARMY. Прежде чем продолжить, напишите в комментариях, что вы думаете об этих слухах. Не забудьте поставить лайк, если чувствуете, что BTS что-то скрывают, и подписаться, чтобы не пропустить последние новости из все более загадочного мира BTS. А теперь начнем. Это решение – начало чего-то большего или просто знак того, что внутри BTS что-то изменилось. Все началось с короткого объявления, даже слишком короткого, которое появилось на одном из внутренних форумов HYBE и мгновенно разлетелось по всему миру. Одно простое предложение без каких-либо дополнительных подробностей. Ким Тэхён получил новую творческую роль в BTS. Вот и все. Никаких объяснений, никаких уточнений, но этого было достаточно, чтобы весь фандом содрогнулся. В социальных сетях хэштег #Taeyong Непоситион мгновенно взлетел на вершину мировых трендов. Тысячи теорий появились буквально за считанные часы. Означает ли это, что BTS скоро выпустят новый проект? Сыграл ли Тэхён в нем особую роль? Или это сигнал о смене власти среди участников группы после долгого перерыва? Одно можно сказать наверняка: Бан Ши-хёк, основатель HYBE и человек, который с самого начала определил музыкальное направление BTS, наконец-то появился перед СМИ. Его первая же фраза сделала все еще более загадочным. Есть вещи, которые мы кардинально меняем. Не все изменения обязательно объявлять сразу, но я могу сказать, что у Тэхёна новая, очень важная роль. Его голос был спокойным, но взгляд острым, как будто за этой новой позицией скрывалось нечто гораздо большее. Он добавил, что это решение стало результатом долгого процесса, и в нем участвовала вся команда BTS, включая самих участников. Но когда Бан Ши-хёка спросили, означает ли это смену лидерской позиции в группе, он лишь улыбнулся, не сказав ни слова, не внес никаких пояснений. С тех пор слухи стали множиться. Некоторые внутренние источники, пожелавшие остаться анонимными, сообщили, что Тэхён теперь считается креативным директором следующего проекта BTS, должность, которая официально никогда ранее не существовала. Если это правда, то Тэхён станет не только одним из лиц BTS, но и движущей силой творческого направления группы в будущем. Однако почему решение такого масштаба было объявлено так внезапно и так тихо? Другой источник из близкого окружения HYBE даже упомянул, что решение было принято после серии напряженных дискуссий между участниками группы. За кулисами что-то происходит, бурные споры о музыкальном направлении, визуальном образе и послании, которые они хотели донести после каждого отдельного периода, сказал источник. И именно Тэхёну наконец удалось объединить их взгляды. Этого предложения было достаточно, чтобы разжечь новые спекуляции. Многие начали связывать роль Тэхёна с проектом, который когда-то назывался The Second Chapter, новым этапом в истории BTS после завершения всеми участниками службы в армии. Означает ли это, что BTS будут выступать в совершенно другом стиле? Или это знак того, что Тэхён станет главным творческим лицом в новой эре BTS? Для ARMY, которые следили за карьерой Тэхёна с самого начала, это решение не стало неожиданностью. На протяжении многих лет Тэхён был известен не только как вокалист с уникальным тембром и мощной сценической аурой, но и как человек с исключительным художественным вкусом, от моды до фотографии и визуальных концепций. Даже обозреватели музыкальной индустрии отмечали, что у Тэхёна есть чувство повествования и атмосферы, которым обладают немногие айдолы. Он не просто выступает, он создает миры вокруг своего творчества. Однако удивляет время объявления. Почему именно сейчас? Почему на фоне стольких слухов о внутренней реструктуризации HYBE и новостей о том, что Бан Ши-хёк уступит часть творческого контроля своим собственным артистам?
Некоторые южнокорейские музыкальные аналитики видят в этом стратегический ход, направленный на укрепление идентичности BTS как группы, которая не только выступает, но и творит. Пока что многие считают, что BTS – это результат целенаправленного производства HYBE, сказал один из старших аналитиков. Но, отводя Тэхёну такую важную роль, они хотят показать, что BTS – это не просто продукт, они – настоящие артисты. Но, конечно, не все с этим согласны. Хотя большинство фанатов с энтузиазмом встретили эту новость, другие были обеспокоены. Несколько комментариев на Уиверс выразили обеспокоенность тем, как это решение может повлиять на отношения между участниками группы. Значит ли это, что Чингук больше не главный? Написал один пользователь. А как же RM как лидер? Изменилась ли его позиция? Спросил другой. Спор обострился после того, как одно корейское СМИ процитировало инсайдера, заявившего, что новая роль Тэхёна не только творческая, но и стратегическая. Он будет участвовать в принятии решений по визуальному оформлению, концепции музыкального клипа и следующей глобальной кампании BTS, говорилось в статье. Инсайдерский аккаунт в Твиттере даже утверждал, что это решение обсуждалось между Тэхёном и Чингуком. Согласно сообщению, у них было разное видение музыкального направления BTS после ухода в армию. Чингук хотел сохранить привычное, глобальное и энергичное звучание BTS, в то время как Тэхён хотел исследовать более эмоциональный, артистичный и интроспективный стиль. Однако HYBE решили предоставить Тэхёну больше пространства, желая укрепить творческую идентичность группы в послевоенный период. Означает ли это, что Чингук проиграл во внутреннем решении? Или они работают вместе на более глубоком уровне, играя роли, тщательно распланированные самим Бан Шихёком? В эксклюзивном интервью японским СМИ Бан Шихёк был осторожен в выражениях. Мы должны позволить каждому участнику расти в соответствии с его видением. Тэхён обладает очень сильной эмоциональной и визуальной чувствительностью. Он понимает, как чувство может быть передано звуком, изображением и цветом. Поэтому мы ему доверяем. Заявление прозвучало мило, но двусмысленно. Означает ли это, что Тэхён теперь будет центром творческого направления BTS? И если да, то что насчет RM, идеологического двигателя группы с самого начала? Пока публика продолжала строить догадки, произошло нечто интересное. В официальном аккаунте BTS появилась серия загадочных черно-белых фотографий, полных символизма и, несомненно, в стиле Тэхёна. Без подписи, только один хэштег «Решетка Нихчаптер». Фандом разделился на два лагеря. Одни считали это явным доказательством того, что новый проект BTS находится под творческим руководством Тэхёна. Другие же считали, что это просто хитрый рекламный ход, призванный разжечь любопытство. Но никто не мог этого отрицать, аура Тэхёна присутствовала в каждом кадре. Вскоре после этого на официальном канале HYBE на YouTube появилось 15-секундное видео. В ролике были видны тени 7 фигур, медленно идущих по длинному коридору, одна из которых, по-видимому, вела. Фанаты быстро пришли к выводу, что это был Тэхён. Но всех шокировал отрывок в конце, слабый голос Бан Шихёка. Начинается новая эра, и он знает, куда ее вести. Эта фраза потрясла мир К-поп. Клип стал вирусным за считанные часы. Тысячи теорий появились в Twitter, Reddit и Уиверс. Некоторые считали, что это символизирует то, что Тэхён теперь стал творческим центром BTS, компасом их нового пути. Другие видели в этом отражении более глубоких изменений во внутренних отношениях группы. Некоторые фанаты даже вспоминали старые клипы, например, концерт, где Бан Шихёк наблюдал за Тэхёном дольше обычного, или интервью, где Тэхён тихо сказал: «Я всегда хотел создать что-то, что действительно исходит из сердца BTS, а не только из индустриальной системы». Это звучало как пророчество о том, что должно было произойти. Однако, чем больше публика пыталась интерпретировать, тем размытей становилась грань между фактами и домыслами. HYBE хранили молчание. Никаких заявлений, никаких пресс-конференций. Бан Шихёк снова появился на национальном телевидении.
На прямой вопрос, является ли Тэхён теперь креативным директором BTS, он лишь улыбнулся и сказал: «Иногда лучшие изменения не нужно объявлять, они просто ощущаются». Слово «ощущается» стало ключевым. Потому что с тех пор все в BTS ощущалось иначе, от стиля рекламных фотографий до цветовой гаммы в социальных сетях и даже того, как участники группы общались на публике. RM выглядел более задумчивым в интервью. Чимин отвечал на вопросы о будущем осторожнее. Чингук казался тише обычного. Один из самых обсуждаемых моментов произошел, когда Чингук вышел в прямой эфир на Уиверс через несколько дней после появления новости. Он не стал комментировать слухи напрямую, но его слова заставили миллионы задуматься. «Иногда перемены происходят не так, как мы себе представляем», – тихо сказал он. «Но самое главное – это честность между нами и любовь от всех вас». Эта фраза вызвала новую бурю. Многие восприняли ее как намек на напряжение за кулисами. Несколько дней спустя Джей Хоуп опубликовал в Инстаграм пост с подписью, которая вызвала еще больше домыслов. Даже самым сильным деревьям иногда нужны новые корни. Было ли это просто поэтичным вымыслом или скрытым посланием о новом фундаменте внутри BTS? Никто не знал. Но одно было несомненно: внутри HYBE что-то тихо шевелилось. Эксклюзивный репортаж ведущего корейского музыкального журнала показал, что HYBE готовит глобальный проект BTS под названием The Renaissance Project. Говорили, что это важный шаг, который определит направление развития BTS после их сольной деятельности. Шокирующий момент: в отчете утверждалось, что Тэхён теперь возглавляет специальную творческую команду в рамках художественного подразделения HYBE, подчиняясь непосредственно Бан Шихёку. Тэхён участвует не только как артист, писалось в отчете, но и как главный составитель. Он возглавит междисциплинарный проект, включающий музыку, кино, изобразительное искусство и повествование для новой главы BTS. В течение нескольких часов хэштег #DirectStarTaeYung стал доминировать в мировых трендах. Поклонники по всему миру перевели статью на свои языки, а западные СМИ начали предсказывать, что это может навсегда изменить парадигму к-поп. Но за эйфорией скрывались более глубокие вопросы. Если Тэхён теперь определяет творческое направление BTS, что это оставит RM как лидера? А как насчет роли Чингука как музыкального лидера группы? Означает ли это решение рождения нового баланса или семя раздора? Тем временем Бан Шихёк держался на расстоянии. Аналитики видели в этом стратегию – создание пространства для нового поколения внутри HYBE, включая самих BTS, чтобы они могли стать лидерами. Бан Шихёк не потерял контроль, сказал один аналитик. Он создает систему, в которой артисты могут сами стать лидерами. Идея звучала идеально, но не все в нее поверили. Некоторые считали, что HYBE реализует грандиозную стратегию по сохранению мирового господства BTS после ухода в армию. Дать Тэхёну новую роль могло бы быть разумным ходом, позволяющим использовать его загадочную ауру для возрождения интереса ко всему миру. Но наблюдатели предупреждали, что если не подойти к этому изменению с умом, оно может поставить под угрозу легендарную гармонию BTS. BTS были построены на братстве и равенстве, сказал журналист, пишущий о культуре. Когда один человек становится лидером, как это повлияет на их баланс? И словно подпитывая тайну, спустя несколько дней после утечки The Renaissance Project, Тэхён наконец-то появился сам, не на пресс-конференции, а в коротком видео в своем личном аккаунте. В клипе он сидел в тускло освещенной студии, в мягком желтом свете, с гитарой на коленях. Он говорил немного, лишь одна фраза, которая потрясла фандом. «Я никого не заменяю. Я просто делаю то, что всегда хотел, создаю мир, в котором мы все можем чувствовать себя единым целым». Эта простая фраза вызвала слезы и виртуальные аплодисменты у миллионов армий по всему миру. Но за этими восторженными комментариями скрывался скептический шепот. Имел ли Тэхён на самом деле музыку, или же внутреннюю динамику, которая теперь становится самым охраняемым секретом корейской индустрии развлечений? Хотя споры продолжаются, одно неоспоримо: с тех пор, как появилась эта новость, BTS снова стали центром внимания всего мира.
Все взгляды, все СМИ, все сердца прикованы к одной фигуре – Ким Тэ-хён. И все ждут, что он сделает дальше. Ходят слухи, что Бан Ши-хёк готовит официальное заявление, объясняющее новую структуру BTS. Другие говорят, что скоро выйдет документальное видео, раскрывающее творческий процесс их последнего проекта. И в центре всего этого – Тэ-хён.